Друзья, приветствую! В очередное место для установки фотоловушки я направился еще в конце мая. В солнечное морозное утро прогулка была более чем бодрящей. На часах 5 утра, но солнце уже давно оторвалось от горизонта и вовсю пригревало после заморозков. Однако в низине до сих пор ощущались последствия холодной ночи. Насладившись видами цветов у опушки, я направился в лес. Трава, успевшая подрасти, осложняла путь, но пока еще давала свободу перемещения. Любопытная картина. Огромная ива, век которой уже подошел к концу, дала новую жизнь ели. А вот и излюбленное место для наблюдения за животными. Именно эта речка в жару становится спасением для представителей местной фауны. Спуск к воде не занял много времени, для этого я использовал старую лосиную тропу. А вот и свежие следы копыт. Верный знак, что без интересных кадров фотоловушка не останется. Найти подходящее дерево для хорошего обзора здесь непросто. К тому же по берегам орудуют бобры, поэтому разместил камеру на корне гигантской ели. Проверил ракурс и с чувством выполненного долга отправился домой. Вернулся 3 недели спустя, аккурат в середине июня. На песчаных лугах вовсю цвела смолка клейкая, настоящее украшение местного ландшафта. На открытых участках уже зрели первые ягоды земляники, а вот в низине все заросло до пугающих масштабов. И, честно говоря, покидать машину мне совсем не хотелось, чему виной не только растительность, но и рой комаров, для которых трудно представить более комфортное место, чем влажная после дождя опушка леса. Отступать было уже поздно, поэтому, обильно сдобрив одежду репеллентом, отправился к цели сквозь заросли папоротника и чистотела. Спускаясь к воде, далеко не сразу заметил огромного лося, который мирно лежал прямо посреди реки. Завидев меня, он также отреагировал не сразу, но все же сбежал быстрее, чем я достал телефон. Вчерашний дождь поднял уровень воды и сделал ее мутной, поэтому пробираться приходилось особенно аккуратно. К счастью, до фотоловушки добрался, чудом не начерпав воды. Момент истины. Посмотрим, кто бродил здесь в мое отсутствие. Вскоре после моего ухода появилась цапля. Как всегда медленно и вдумчиво, она планомерно исследовала русло реки, пытаясь уловить в воде хоть какое-то движение. Час спустя птица появилась вновь, теперь уже в тени высоких деревьев. Похоже, что-то заинтересовало ее на дальнем берегу, и цапля поспешила на разведку. К сожалению, ожидания не оправдались, поэтому она двинулась дальше. И вновь цапля, словно хозяйка водных угодий. Наконец, в сумерках появился огромный лось. Наверное, именно его я потревожил, когда спускался. Бодрым шагом зверь направился вверх по течению, видимо, спасаясь от внимания назойливых насекомых. Ранним утром ловушка сработала на появление лосихи, которая с жадностью объедала ветви прибрежных кустов. Я специально не захватил их в кадр, чтобы избежать ложных срабатываний из-за ветра, поэтому трапеза осталась вне поля зрения. Вездесущие комары мешали наслаждаться листвой. Задумчиво осмотревшись, самка медленно пошла своей дорогой. Десять минут спустя ее намерения изменились, и также неспешно, словно наслаждаясь утренней прогулкой, лосиха отправилась вверх по течению.
И вновь привычный путь, на этот раз уже вечером. Не особо утруждая себя поиском места для отдыха, лосиха расположилась прямо на берегу. Термометр показывал плюс 25, и прохладная ванна в такую погоду – лучшее решение. Одолеваемый тысячами насекомых появился огромный лось. Такое сопровождение его настолько утомило, что приходилось не только активно работать ушами, но и спасаться бегством. Похоже, здесь Сахатый планировал прилечь и отдохнуть, но дурная компания вынудила его поискать более подходящее место. Вот гигант возвращается назад. Избегая попадания в фотоловушку, он устроился буквально в паре метрах за камерой и, по-видимому, провел там почти час, прежде чем я его спугнул. Комаров было настолько много, что я спешно поменял флешку и пулей вылетел из леса. Что странно, в этом сезоне место совсем не богато на любопытные кадры. В прошлом году прямо с этого же корня ловушка зафиксировала невероятное разнообразие живых существ, про которых получился не один выпуск. Такой результат меня не устроил, поэтому я отправился в более сухое, менее заросшее и не столь любимое комарами место. Здесь даже в разгар лета стоит особая атмосфера. Посмотрим, особыми ли получились кадры с фотоловушек. Первым перед объективом предстал солидный кабан. Под пение птиц он с аппетитом поглощал оставленную мной картошку. Матерые самцы гуляют в одиночку, а когда ни с кем не нужно делиться, можно совершенно не торопиться с трапезой. Утром внезапным стало появление медведя, который в размерах уступал предыдущему посетителю поляны. Скорее всего, мать была где-то поблизости. Кстати, именно этим утром я планировал забрать фотоловушку со связью, но, увидев Косолапова, решил повременить. Из того же леса вновь пришел кабан. Он рассчитывал на продолжение банкета, но поверхностные приманки были съедены в прошлый раз. Поэтому, чтобы немного подкрепиться, пришлось довериться обонянию и использовать продвинутые навыки землекопа. Почуяв съедобное, зверь зачастил с визитами, и пару часов спустя он вновь был здесь. Наконец запасы закончились, и со спокойной душой кабан отправился в другое место. Соседняя фотоловушка была в 30 метрах, и здесь в ночной тишине к приманкам подбирался барсук. По моим наблюдениям, это далеко не самое осторожное животное, но в этой ситуации зверь был особо бдительным. Я ушел отсюда не так давно, и посторонние запахи побудили барсука спешно покинуть богатую пищей поляну. Утром появилась Зарянка, маленькая, но яркая поедательница мелких беспозвоночных. Следом прилетела серая мухоловка, настоящий эксперт в области добычи летающих насекомых. Внезапно появившийся лось также стремительно сбежал, не желая позировать. Впервые вместо копытных с ловушкой решила познакомиться рысь. Тщательно обнюхав камеру, она поспешила скрыться. Возможно, это тот самый самец, который попал в поле зрения осенью, но одна из роскошных кисточек куда-то исчезла, возможно, из-за драки за владение. Марафон пернатых продолжил дрозд, похожий на дерябу.
В поисках червей он планомерно исследовал опушку. На этот раз барсук вел себя как ни в чем не бывало. Он активно ковырялся в песке чувствительным носом и орудовал когтистыми лапами, чтобы извлечь источник запаха. При этом вид яблок вновь пробудил в нем тревогу, возможно, потому что сезон этих плодов еще не наступил. Жарким вечером Деряба решил попозировать перед камерой, но на всякий случай спрятался за растением. Это был последний посетитель поляны до моего прихода. Результат не слишком богатый, но разнообразие животных здесь впечатляет. Именно поэтому для камеры я нашел любопытное место неподалеку, напротив поляны, где кто-то оттачивал мастерство копания. Теперь остается только ждать. А чтобы скрасить ожидания, я публикую фото и видеоотчеты в своем телеграм-канале. На сегодня это все лесные новости. Увидимся в следующем выпуске. До скорого!